Здравствуйте, меня зовут Сахар, сразу к делу. Я нашла в интернете фотографии игральных костей с интересными дизайнами и решила их повторить. Только в моем случае вместо единицы будет глаз и открытый рот. В сумме 2 кубика. Математика 1 класс. Пропустим, как я это лепила, объясню быстро, как это произошло. Отрезаешь ровно глиняный куб, а дальше вы в курсе. Они получились такие маленькие, крошечные. Это один из моих самых милипусечных проектов. У этого кубика есть рот, а у этого глазик. Только сейчас поняла, что могла добавить туда ресницы, однако они перестали бы быть рабочими, поэтому нет. На каждом этапе я проверяла, будут ли они правильно функционировать. Катала их туда-сюда, и они падали каждый раз на разное ребро. Так как у меня не было под рукой игральных кубиков, я нашла развертку в интернете и по ней как-то попыталась натыкать правильные точки, ну вроде все правильно. Они выглядят идеально для подарка любителю настольных игр, ТНТ или просто для коллекции. Сейчас эти кубики просто высохли, они не отполированы, не ровные, не крашеные, поэтому сейчас я буду это исправлять. Я сейчас в Бишкеке, поэтому у меня нет ничего, даже мои наждачки. Поэтому буду все пилить пилочкой. Хорошо, что у меня есть запасная. Штатив и свет у меня остался дома, поэтому страдаем все. Здесь я специально скругляю края. На примере, кстати, также. Ничего нет идеального, а эти игральные кости должны быть типа живые. Поэтому я хочу сделать их неровными. Привет, перфекционисты! После того, как меня устроит эта долгая полировка, я возьму свою веерную кисть и очищу всю поверхность от лишней пыли. Это обязательно. Если бы я все это оставила, то при покрасе бы цвет был грязный, а это все смешалось в грязь, а зачем мне это надо? Вот и все. Сама наехала, сама объяснила. Теперь у нас остались неочищенные дырочки, поэтому я использую кончик пилки как сверло. Так получилось одновременно и почистить от пыли, и выровнять все окончательно. Переходим к следующему этапу – подготовка к покрасу. Вы думали, мы уже красить будем? Не, мы только сначала покрываем грунтом. Я это делаю в 2 слоя. Только после этого перехожу к цвету. В запрещенной соцсети РФ я спросила, в какой цвет покрасить, и вы решили остановиться на классике. Белый так белый, мне же проще. Объясняю, что творится на столе. Салфеточкой вытираю кисть, так мы не будем морать лапки. Один кусок скотча вместо палитры, другой, чтобы не испачкать стол. Туда я кладу сами кубики. Чем дольше я работаю, тем, естественно, белее становятся и мои пальцы в том числе. Да, давай громче. Еще. Еще. Мы пропустим этот момент, и никто не будет обращать на него никакого внимания. На данном этапе я покрываю грунтом, стараюсь залезть каждую дырочку, прокрасить каждый участок. И наверняка в этот момент я думала, зачем? Нет, мы будем красить тебя дальше. Зачем я тогда вообще полировала все это, если фактура кисти все равно будет заметна? Также к этому моменту я определилась с палитрой. Я решила, что она будет более костяной, кожной, цвет слоновой кости. В общем, раз мы выбрали с вами классику, классические белые кубики, то я буду придерживаться этого. И добавлю немножко теплых оттенков, чтобы он не был таким резким белым. Я, конечно, молодец, баночку поставила, ни хрена не видно. Коричневый намешиваю через красный и черный. Берегите ушки. Тут я зачем-то намешала зеленый для белка глаз. Он получился отвратный. Хорошо, что за кадром я это исправила.
Вообще, я хотела избежать лишнего белого, плюс, так как зрачок у меня красный, то по цветовому кругу противоположный цвет к нему зеленый. То есть это контрасты. Значит, я гений. Тем временем я крашу язык. Достаю до самых гланд. Понимаю, подруга. Тут я исправляю все неровности, подчищаю края, чищу им зубки. Да, я решила оставить их белыми, я думала сделать их желтыми, потом подумала, да, зачем, кость есть кость, пускай. Блин, надо было сделать их зелеными. Да, я не подумала об этом, ну и ладно. Это я добавляю объема на кончик языка. Класс. Кстати, глаз, с его зрачком я замучилась. Я хотела его ровным, а он все больше и больше и больше. Но потом я молодец, все исправила, какая умница, лайк мне за это, поставьте памятник. Глаз 1, а слезных желез 2. Это циклоп, а вы не заметили. Жестокие вы люди. Наверное, это было зря, но теперь у него есть ресницы и подводка. Точки тоже заняли много времени. Сначала я их аккуратно красила в красный, а потом ставила коричневые точки. Напоминают пулевые ранения. Пауза. Как я этой кистью вообще прорисовывала все детали? Это не кисть, это хоботок бабочки. Результат просто... Я еще там бежевый цвет добавила, там зеленый, розовый, кожаный, все живое такое. Вот вам фоточки, вот пролеты, а я теперь буду думать, куда это деть. Вот.